Раз, два. Ребята уже устали проигрывать, уже хотят выигрывать. Вы можете гораздо жестче. Я расскажу, я знаю все, что не буду. Коллеги, всем привет! Это второй и, к сожалению, заключительный влог Virtus.pro с турнира ПГЛ Астана. Мне хотелось бы начинать это видео по-другому, но сложилось как сложилось. Мы подумали, что это не повод его не выпускать, молчать и не показывать, как это произошло. Поэтому смотрите. На дефолте. Двойной пик можете сделать потом. Давай. Раз, два. Давай. Хорош, один банан, Петя. Банан запушим. Внутри у тебя. Раз, два. Го в окно, Окно право. Окно право. Здравствуйте, Финн. Да, привет. Как тебе Virtus.pro? Давай. Первые 2 недели, как бы ты оценил, какие ощущения? Ну, нормально работаем, что мы сразу там собрались на буткемпе, работаем круглосуточно. Ты с пацанами до этого был знаком плотно или... Ну так, я был знаком хорошо очень с Денисом. Как бы Женю и Петю я тоже знаю. Там мы пересекались, виделись. А Кайсара и Тиму практически не знал. То есть Кайсара там тоже видел. Тиму никогда вообще не видел. Первый раз с ним познакомился уже на буткемпе. Это значит, что твои противники, оппоненты начинают агрессивно играть позицию под названием шорт на определенной точке, и они начинают делать агрессию. Сейвим она уже помнит, мы объясняли. Сохраняем экономику. На next имеется в виду на следующий раунд. Скорее всего, какой-то важный раунд. Важный вопрос. Да. Кто победит? Одна горилла или 100 людей? Профессиональных бойцов ММА. Блин, ну я думаю. Я не знаю, никогда не задумывался. Ну, наверное, 100 человек, которые тем более профессионально занимаются. Как там? Же вообще шансов нет. Мне кажется, они обезвредят эту гориллу. Не, ну ты представь силу гориллы. Она раскидывает, типа, пиздец. Нет, так там же тоже. То есть давай. Такие 100 спортсменов супер тяжеловесов. Да. Ты чё, блядь? Не, ну супер тяжеловес, они же огромные тоже. То есть я думаю, что они от одного удара гориллы точно не упадут, как бы. Падут, это же, ну представь, типа 300-400 килограмм тебе просто бьет кулаками сверху. Блин, слушай, братан, я слышал, что у супер тяжеловесов удары с кулака достигают, блядь, там по 700, по 800 килограмм. Поэтому я хуй знает, у кого, братан, сильнее, если честно, будет, понял? Удар. Какой кэф ты поставил? 1,8, 1,8? Не, я бы где-то 1,2 на 100 человек воткнул, где-то двоечку на гориллу, наверное. Нормально. Пишите. Не, я бы, если честно, посмотрел битву, как, например, Петя с кенгуру, блядь, машется. Вот это хорошо, мы не посмотрели в Мельбурне. Работа, да, идет с командой, но и в первую очередь выделил именно Кайсара и Тиму, потому что они самые молодые, у них меньше всего опыта, и все-таки имеется гэп, да, разница по опыту у игроков. Нужно наладить это быстрое понимание там, в ситуациях, что вообще делать, как сыграть, чтобы ребята, грубо говоря, не отставали, скажем так. Расскажи, как и когда ты попал в ВП, ходят слухи, что ты приложил руку, чтобы Virtus.pro назывался именно Virtus.pro. Ну, во-первых, да, у нас был состав Align, который полностью перешел в Virtus.pro. Не, название именно не я именно придумал, но мы там многие разные варианты были. И, в принципе, Virtus, доблесть, да, с латиницей, как бы, да, мы опробовали его. Сколько раз ты попадал в ВП? Мы сегодня считали, но... Но сейчас 3-й раз. Первый раз мы его стартанули, я ушел потом в 2007, то есть 2003 по 2007 я там был, в 2007 ушел. Потом в 2011-м Снег собрал Ironville. Потом пересобрал с молодыми. Тогда играл Fierce, Mesh и Fly. Fierce, который сейчас тренирует Nine Pandas. Вот. И потом уже был Reborn именно Virtus.pro тега еще раз. То есть в 2012-м Ironville стали Virtus.pro.
Трейн 22 Эншит. На трейне на Эншит и МКТ. Короче, выбрал Team B, потому что он выбирал сторону на третий. Там, Петя, к тебе пиздец будет гости приходить по базе. Я расскажу, я знаю все, что не буду. Ну а как иначе? Сейчас же 2 кабай мы с вами будем наблюдать. И вот так вот играет Флит. Хлестко, мощно и быстро, как говорится. И Флит поджимается все ближе и ближе. У него Мактен появился. Ну какая шикарная флешка залетела. Кайсар находит килл. Флит выхватывает вновь. Нормального прострела с этого спота, где стоит Фламус, нет. Но нет, все-таки есть. И Фламуса сбрили. Так, как сбрили Снапи. Тут вообще на размене Электроник забирает еще и Сьюша. А у нас ВП, ты смотри, с 2 калашами пошли вот в такой вот наглый поджимчик. Котлы проверили, сказали, а тут никого. Но на самом-то деле за смоками есть соперники, и первым вырубают Ринкла. Вот Электроник зажимает, еще и хаешка от Флита залетает. Уф, какая яркая. Несет им наконец-таки победу. Но они не переигрывают раунд. У них 36 секунд было в момент, когда они сделали этот фраг. В итоге выходят и вдвоем нарываются на португальца. Эвджерс сделал 2 фрага. На двоих. 28 хп. Они идут, они открываются. Но здесь должен быть даблпик. Распикали одного. Но это ситуация 1 в 1. И просто вся надежда на Фламуса. Один изящный тап. Эвджерс не попадает по голове, у него были все шансы, но этими шансами уже пользуется Сьюж. И это 2 в 2 ситуации, сильно битые игроки атаки. На двоих там 57 хп, но Флит идет на рампу и ловит в голову. И последний у нас в живых это Кайса против 2 оппонентов. Ой-ой-ой, Кайсар, есть шот. Нет попадания по Сьюшу, 10 секунд на таймере, тут нужно попадать, и Кайсар это делает. Где сейчас 3 КТшника, и они могут нарваться, они могут попасть в капкан, однако Эвджерс уже проигрывает свою перестрелку. Шикарная флешка залетает, Айси находит за иксом оппонента и раздок. Он явно не ожидал Ринкл, что у соперника будет авик в таком раунде. Айси, что попадает? Вообще никаких вопросов нет. Ищет Айси! просто в темечко. И серьезнейшие проблемы у Непов. Один единственный авик, а какие же огромные проблемы. Того, что они постоянно хотят двигаться, это их минус, поняли? Они постоянно двигаются, и очень легко по ним инфу, по сути, собирать. И уже успешно, сейчас еще и второго может забрать и забирает, и Эвджерса забирает только лишь его тиммейт. Сьюж остался один. Сейчас даблпиком попробует как-то разыграть, но какой тайминг! Айси с Юспа не побоялся! Ситуация для ретейка наиболее чем благоприятная. Хаешка хорошая. Фейм. Стрельба в порядке. Отличная флешка. Ну как же Фейм читает? Господи, Фейм. Окей, есть разменчик. Вдвоем попробуй доиграть. Пробуем, надеемся, готовимся к лучшему. Если ВП и это выиграют, это будет настоящий шок. Но нет. Дело не в этом, Тим. Просто дело в том, что, блядь, не в том, что ты ошибся, а это база, понимаешь? Второй не имеет права доставать гранат. Или он видит, что первый, если видит, что первый идет ногами, понимаешь? Что в первую очередь нужно воспитывать в молодых игроках, по твоему мнению? В основном именно реакции, запоминанием вещей, то есть то, что там для Жени, Дэна там является дефолтным и совершенно понятным, для них это отчасти новое что-то, и они не так быстро понимают там ситуацию и принимают верное решение. То есть вот именно над этим работаем, чтобы ребята все мыслили одинаково. Ну что, пацаны, давайте, блядь, сегодня пожестче надо сыграть. Меньше флуда, больше, блядь, фокуса.
фокуса на четкую коммуникацию. Ребят, не надо нервничать, не надо переживать. Это та же игра, те же модельки. Все то же самое. Мы играем то, что мы тренировали. Все зависит от того, что какая ваша задача узнать, что мы делаем, и просто постараться это сделать. Блядь. Пацаны, главное получить кайф от этой игры, поиграть нормально, блядь. Просто в КС, окей? Окей. Раз, два. И играть такой раунд, то надо было делать это чуточку быстрее все-таки. Так, взлетает смог, который просто мешает, который путает все карты команде Мэйти, но они выходят на точку А и падают. Но он в этом окружении успел сделать хотя бы 2 фрага, чем, конечно же, свой Мактен полностью оправдал. Айси. Так, Молотов закинул. Есть килл по Слаксу, но размен от Лейка. И слушай, 3 фрага сделали уже на экономическом. И было бы неплохо, конечно, Лейку еще и Галил вынести из этого эпизода, но сделать это не позволяют. Тем более, что у вас есть дефьюз киты, у вас, конечно, нет гранат, но тут нужно открываться на стрельбу и на размен. И размены-то какие? А размены очень опасные, потому что Электроник остается теперь 1 в 1, и там Авик. Там остается соло Слакс в такой незавидной ситуации. Но Электроник пока что не откидывается гранатами, как будто бы нет информации, нет времени, нет дефьюз китов, потому что дефьюз киты где-то валяются на полу, и Слакс просто убегает. Вот он, чемпионский бай команды обороны. Так, достаточно простая флешка от Электроника. Врыв коннектора, тут Фейм! Фейм! Ну, потому что у него 19 хп, и он буквально наладом дышит. Если сейчас получится пройти Фламуса, но Фламуса пройти не получается, потому что Фламус забирает одного, но Слакс все-таки не миссует. Той ладно тебе! Мне на тебя 18 килов сделай, пожалуйста. Ваш Электроник. Virtus Pro! Virtus Pro! Virtus Pro! Virtus Pro! Только выйди, пожалуйста. После матча. С 6 утра стоит. И делают это очень активно. Слушай, под этот поджим есть нереальные успехи. Флит, просто будучи фулл-блайнд, вырубает Сина. И если сейчас получится, конечно, пройти еще и Айси на точке А, то можно было бы смело ставить пачку. Но они не останавливаются, они просто идут и сносят голову противникам. Только Лейк как раз-таки радует нас скиллом. Рек просто минус. И на этом все. Легчайший пистолетный для ВП. И нужно как-то успеть, нужно каким-то чудом успеть просто добежать сейчас и поставить плент. Фламус, минус Рек, времени все меньше и меньше, 10 секунд. Ну ладно, тут уже без вариантов. Пачку еще и подрезали, и это раунд для защиты. Мэйти 2 в 3. Ну что, будет ли ретейк или все-таки это 13-10? 2 пары дефьюз китов, одна единственная флешка. Единственная, конечно, проблема, что из исполнителей, по сути, только Свишер, ведь у Река игра не идет. Свиш идет первым номером, у него слишком мало хп. Рек покидает и Свишера туда же! И это 13-10, и все же победа Virtus Pro. Спасибо. Что-то сказать можно? Virtus Pro вперед, просто Астана ПГЛ. Мы ждем вас. Virtus Pro схавает весь ПГЛ. Мама, привет, я тебя люблю. Какую иерархию ты хочешь выстроить или уже выстроил? Ну, у нас понятная система, то, что есть Дэн, есть Женя, которые очень хорошо понимают игру, чувствуют. Главное, что у них нету никаких там камней преткновения. Я все равно выслушиваю, что и молодые хотят. Нет такого, что только вот там взрослые правы, а молодые не правы. То есть, если есть здравые мысли, которые говорят молодые, и они тоже поддерживаются, продвигаются. Но если они уж спорят, я считаю, что и не те правы, то я выдвигаюсь там свой вариант, и мы его стараемся придерживаться в таком случае. О, привет, Кайсар. Во сколько ты встал сегодня? Как ты справляешься с второй ранней игрой? Да, нормально. Не фонит, точно.
Тебе какие нравятся больше игры? Не в 10. А говоришь, не фонит. Иванка. Ты можешь? Как тебе это, Вань? Ну, как и думали. Тут момент такой, что кто выбирает сторону на последний, тот из 3 карт чекает первый. Поэтому, Он первый да, выбирал они сами убрали роль тройку. свою. Ага. Мы поэтому решили, что Мираж будет у нас третьим. Dust 2, Ancient Mirage. Как тебе вет? Базовое. Ничего необычного. Потом они могут выжигать камеру, еще они могут ражить Б под 2 хаешки. Нужен тот, кто хотя бы даст инфу. В идеале, конечно же, даст килл, а в идеале совсем уж даже 2. Но под флешку выпустили Кьюби. Кьюби получает пулю со скаута. Кьюби все-таки погибает от пули Айси. Фейм забирает Тапсона. Ровно как раз таки по последнему таймингу он успевает отойти. Хайп перестрелку проваливают, как и Тапсон. И эти парни, конечно, остались просто без головы. Электроник подключается. Еще один килл и еще один килл сверху от крита. И вот изящно и уверенно. Хайп, Ой, а яму проверять не электроник. будем? Слушай, непосредственно яма, непосредственно не проверена. Режь. Ладно, электроник, давай. Одного, Режь. второго, третьего, четвертого. Забрать Режь. Хайп-то. Да, он забирает Авик. И с Авика еще и щелкает Тапсона. Либо за иксом, либо плей. Я пикать буду по лейну. С прыжка GDC, как настоящий ассасин, запрыгивает на Фейма и не получается сесть и задефать. Хотя Айси эту перестрелку выигрывает, но время поджимает, нужно садиться дефать. Хайп погибает. И вот уже из ситуации 5-3 мы оказываемся в ситуации 2 в 2. Фламос все еще жив. Есть информация по Тапсону, есть информация по флешке с рампы. Под рампу открывается, видел своего противника. Сейчас важно выиграть перестрелку. На широчайшем идет Кьюби, но Кьюби погибает. Не просто дефать, просто дефать. Айси отворачивается не по таймингу, но Фламос дефает на мужика, на остальных. Вообще, в целом, чувствует себя очень даже хорошо. Устанавливает пачку под КТ. Кьюби не может сбить постановку плента, но может сбить электроника с ног. Петя Фейм против Кьюби. И ты посмотри, как Фейм мувается. Он просто не дает дуэль Кьюби. Хоровод какой-то, карусель начинается. Но он понимает, что пачка поставлена под него и не может Кьюби дернуть эту пачку так, чтобы не было его заметно. При этом еще и дефьюз киты у него отсутствуют, и он просто открывается под Фейма и отваливается без единого шанса на успех. Вот и все. Ну вот и все. Первый Ancient за 7 последних. 6 Ancient'ов подряд мы проиграли. И выиграли наконец-то. Я даже добежать не успел, чтобы анималь так быстро смыло челов. Пиздец, Тима, как ты задиффузил бомбу, блядь, на мужика, нахуй. Вы показали прям супер чистую, супер спокойную, чуловый вот Counter-Strike, вот прям хороший, спокойный. Несмотря на то, что вчера было прям вот близко, сложно, каждый раунд там еле-еле брался, ты сегодня просто нереально сверкаешь. Что там сегодня случилось у вас? Хороший завтрак, хорошее настроение или просто прогресс? Звезды сошлись. Звезды сошлись. Да я шучу, мы работаем на самом деле изо дня в день. После каждой игры делаются какие-то выводы, экстра работа проводится. Баня каждый день прорабатывает с ребятами, там, включая меня, все детали. И работаем, в общем, и движемся. Будем разгоняться. Прогресс. Да, будем разгоняться по ходу турнира. Надеюсь, с каждой игрой будет все лучше и лучше. Какие вообще выводы после вчерашнего матча были сделаны, что у вас сегодня так хорошо? Не, ну такие детали мы раскрывать не будем. Хорошо, зачем? но в смысле, ну там какие-то более общие слова, если это. Поработали над коммуникацией, над общением, над какие-то вещи улучшили. Ничего такого сверхъестественного нет, но, грубо говоря, сделали акцент на какие-то вещи и проработали их, и все. День начался хорошо, если он не начался в 8 утра. Он начался в 10, был сбор. Я забрал Starbucks для пацанов. Игра в час, слава богу, не с утра. Можно чуть собраться, расступлиться. Петя, насколько ты свежее сегодня? Посвежее, не знаю насколько. Ну, утром тяжело было вставать. Я опять просыпаюсь, не понимаю, сколько времени, сколько сбора, вообще не могу ничего вспомнить, блядь. В шоке. Ты как, проснулся сильно лучше, чем вчера? Нормально, одинаково.
преимущество для команды Астралис. Айси с АВП нужно давать минус. Есть первый минус по Хукси, но поставную информация также присутствует. Флит, да, девайс находит флита, но это все не важно, не простить. Но Айси и Фламус уносят свои тяжелые ганы. Следующий раунд. Оп, Virtus.pro, играем базу П. Полетели гранаты, девайс очень больно ему. Фейм его сносит. Фламус также подключается. Электроника, правда, ловит саунд по флешку. Ой-ой-ой, Электроник занимает позицию павшего тиммейта. Играет за смоками. Айси понимает то, что его уже прошли. Есть коктейль молот. Айси дает минус по Хокси. Есть минус от Электроника. Есть минус второй от Айси. Тебя байтит Фламус, Электронику нужно отойти. Электроник! Лучший тайминг за всю карьеру, но Айси на месте вырубает его девайс. 1-2 для Николая, 8 секунд на таймере, битый Фламус, по нему есть информация. Флит, нужно помогать. Хаешка качественная, 54 хп и ваншотный для Кольта, но там 2 калша, еще одна хаешка. Ни в коем случае Фламус и Флит не должны этого давать. И не по одному Фламус погибает. Коля, 1 в 1, только ваншот, только хедшот. Коля! Тихо, 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 Флитов! Допы на первой карте надо возвращаться, потому что свою игру, по сути, отдали, но вырвали. Хотя по экономике не так было все радужно, но на допы вывели, надо допы дожимать. Есть перспектива для ретейка. У Астралис полетели раз флешка, 2 флешка, 3 флешка, 4 флешка. Кукси проходит, сближается. Электроника увольняет. Кукси дает мисс по Штайру. Падает Ябин и последний девайс. Все, развалились у нас Астралис. Это 15-15. Virtus.pro все-таки переводят на вторую серию допов. Есть 2 флешки, времени мало становится. По Ябе есть информация. Ябе есть минус от девайса. Ой-ой-ой, Фейм. Нет! Файси падает, Фейм один, и Фейм тоже отправляется в следующий раунд. 19-17. Вы можете гораздо жестче, блядь. Просто взяли, подарили им даст 2 нахуй. Поебать, сейчас вот на Инферно собираемся, блядь. Похуй, за каждый раунд грызем. Проходка под базу Б от команды Астралис под флешечку. Флиток на пару с Феймом. Этот излюбленный дуэт. Девайс Яби. Девайс. Что делает? Девайс битый. Девайса больше нет. Последний. Яби вырубает Фламусу. Но 23 секунды пачка потеряна по своей позиции. Информация у Virtus.pro получена. И Электроник с 2 ног влетает. Очень своевременный смачок. И Фейм еще выживает. Вырубает Яби. 2 на 3. Все карты на руках команды Virtus. Заходит вчетвером команда Virtus.pro на 3 опорников. База Б. Девайс погибает. И Яби. Есть минус. Все-таки смоки от Хукси. Врывается. Ставан ушел отсюда. Без суеты. Там еще смоков столько. Там вообще все идеально. ВП. Штайр играет первым номером. Штайр погибает. Девайс есть размен. Но Электроник. Втыкали Фейму. А оба они красные в этот раз. И беда. Так, Электроник дает мне все-таки по девайсу. Фукси пытается троих. Фейм с АВП, и Фейм не промахивается. По Ябе сейчас должны прилетать гранаты. Фейм. Ой-ой-ой, как Фейм двигается! Прикол для Штайра только что был. Ну и Фламус на размене забирает Яби. Айси. Выход от команды Астралис. Погибает первый, погибает второй. Все, Фейм последний. Это ГГ. Это 13-й раунд для команды Астралис. И они отправляются в Борис-арену. Нет шансов у Фейма. 1 в 4 без китов. Не-не-не, сейчас выйдем. Выше. Сейчас для команды Нибар. Хотя выход на Сейфи. Сейфи провалил сейчас. Это... Ой-ой-ой, Айси. Инса не забрал. И вот я так хайпил его, понимаешь? Но в лице Сейфи. Причем сейчас Инсони и Сейфи могут казнить игроков команды ВП. Пока что равные размены. Экзит. Рафаэль Астерда падает от Петти. На плечах 2 игроков. Электроника и Фейма. Чемпионов мейджора. Очень опытных игроков висит судьба всего состава команды Virtus.pro на карте Демираж. Подкатай будешь. Да стяни! Это что? Зачем вы идете опять? Да дайте доиграть! Какая картина? Никакого итога. Что происходит? Типа, как мы действуем? Этого всего нету в TeamSpeak. Ну и так, конечно, сложно играть, если тогда все упирается фронтом. Давайте, уйдем от этого и начнем, просто лучше общаться. Давайте вот на этой карте
сделаем именно фокус, что мы лучше общаемся, давайте доверять друг другу, вместе действовать. Окей, ребят? Нет? Ну, Денис, немножко поворот событий отличается, да, нежели вот в предыдущей карте. Электроник, какие фраги? Снайперская винтовка, Элик на коннекте, широкий стрейф, брат, широкий стрейф, так оно и есть. Дэн пока что действует очень грамотно, так еще и Флит смотрит в спину. У команды Virtus.pro все хорошо. Алло, диффузить будем? Вот упал Что? смог. Диффузь. Да, и нужно бодигардом И вставать. перед ВП ним. на третьей карте увидимся. Заметил. О, не попал Флит, Умочка! Умочка Женя опять спасает ситуацию. Берет тайминг и забирает Бензена. Ну каков гений. Информации Фейм должен играть на время. Хаешка полетела, он в упоре, но здесь Флит. Здесь опять Флит. По самом деле здесь тайминги Фламу. 1 хп. Просто 1 хп. Здесь получается разбитый форсаж. Да, 3 человека здесь. Флит и Элик принимают. Фастбэй не работает, Мибор. Не работает Фастбэй. Хаешка, просто детонация! Давай на сейф, ребята, Еще один удар, они просто умирают от осколочных! Сейф! Сдох! 9-10! He's not quite sure. Sneaks into it here late. Now he shoots him in the back and tries to escape. Ducking around the corner and now it's on Flitz. He's tapped it once. He's all on defuse. He's not going to come off it now. The peak is in. Safe! Что говорить, надо, результат отвратительный. Мы планировали, что минимум выйдем из группы. Из группы мы не вышли, то есть результат минимум не достигнут. То есть сейчас у меня есть опыт официальных матчей, и я уже, более-менее представляю, о чем нужно разговаривать, что нужно подтягивать, скажем так. То есть тренировки изначально не отобразили Реальной всего картины. масштаба, да, и реальной картины, как это все может выглядеть. Какие основные проблемы? Основные проблемы – это коммуникация, в основном молодых, надо над ней очень много работать. Плюс включенность в моменте, вот именно в официальной игре, она как-то просаживается к мейджору, да, будет фокус только на игре, то есть все остальное постараемся вообще убрать. Скажем так, вообще ни на что не будет время, кроме как на игру, потому что даже какие-то базовые вещи, они вообще, скажем так, не закреплены в голове, и очень мало есть от чего можно просто оттолкнуться. Как ты думаешь, вот эта эмоциональность, о которой все говорят, Дэна, влияет ли она на молодых игроков или не влияет? На этом чемпионате Дэн был минимально эмоционален во время матчей. Я бы сказал, что она не влияет, потому что пацаны просто сами какие-то зажатые, неуверенные. То есть им как-то надо работать над собой, развиваться. Местами, знаешь, казалось, что как будто другие люди сели играть вообще. При том, что никто ни на кого там не мошнил, я не знаю, там никто никого не кричал. Нужно просто работать дальше. Это промежуточный был такой замер. Он открыл все проблемы, какие есть на самом деле. И, в принципе, теперь точно понятно, на чем надо больше фокусироваться. И я думаю, что мы сможем наладить игру. Что ты ответишь фанатам, которые сейчас... скажешь фанатам, которые сейчас в тильте, в разочарованности? Что сказать? Нам нужно работать дальше. Мы строим игру, грубо говоря, начали заново. Там какие-то моменты мы поменяли и так далее. Нам нужно время как-то сыграться. Надо просто фиксить дальше ошибки, стараться и надеяться, что уже что-то будет усваиваться. В принципе, выводы сделаны. Получается, у нас будет 12 дней на подготовку перед мейджором. Попробуем за это время наверстать. Ребята уже устали проигрывать, уже хотят выигрывать и готовы делать все, что скажут, я не знаю, все, что угодно, чтобы победить. Поэтому я думаю, что все нормально. Сейчас немножко все, конечно, расстроены результатом. Это так, но я думаю, что дальше мы будем, собираться, работать. Все будет нормально. Проигрывать всегда больно, но пацаны не опускают руки. Как говорится... Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.